Мистические гробницы, загадочные мегаструктуры и забытые цивилизации, чьи секреты до сих пор остаются неразгаданными. В этом видео вы узнаете, какие тайны скрываются под покровом времени и смогут ли они изменить ход истории. Подготовьтесь к путешествию в глубины загадок Древнего Китая, где каждый новый артефакт открывает дверь в удивительный мир утраченной эпохи. Гробница Чу. В Восточном Китае, в провинции Аньхой, в городе Хуайнань, археологи нашли гробницу, которой 2200 лет. Научное сообщество склоняется к тому, что она принадлежала правителю государства Чу. Усыпальницу признали крупнейшей гробницей, а также гробницей высочайшего уровня. Структура усыпальницы достаточно сложная по сравнению с подобными сооружениями тех времен. В гробнице находятся деревянные погребальные камеры, над которыми ученые провели спасательные работы, чтобы избежать разрушения камер. Также внутри гробницы нашли множество различных артефактов, например, большое количество хрупких предметов и даже бамбуковые циновки. Кстати, именно они помогли определить возраст гробницы. Всего было найдено около 1000 реликвий. Самой необычной находкой оказались надписи внутри гробницы, которые предстоит расшифровать. Вернемся к владельцу этой таинственной гробницы. Археологи полагают, что это мог быть один из правителей царства Чу. Возможно, гробница принадлежала одному из последних правителей этой династии или даже одному из великих полководцев, известных своей храбростью и решимостью. Царство Чу было известно своей военной мощью и своей жестокой политикой. В этой гробнице могли быть похоронены не только политические лидеры, но и важные военные фигуры, которые олицетворяли мощь и дух своего народа. Подземный дворец Динлин. Дворец Динлин на самом деле не просто дворец, а гробница, которую нашли еще в 1605 году. Это наиболее известная гробница среди 13 усыпальниц императорской ветви Мин. Она принадлежит 13-му императору династии Мин Ваньли, который правил с 1573 года по 1620 год. Она находится на 40 километров севернее Пекина. Несмотря на то, что гробница действительно напоминает дворец, внешний вид у нее мрачный, что часто не нравится туристам и проводит их к разочарованию. Однако именно эта гробница из 13 самая посещаемая гостями Китая. Все 13 гробниц находятся недалеко друг от друга. Ранее все они были окружены стеной, и подойти к комплекту можно было только по священной дороге. На одном из участков священной дороги по обеим сторонам расположены каменные скульптуры. 24 скульптуры в виде животных и 12 в виде людей. Каменные произведения искусства были установлены еще в 1435 году. Длина дороги составляет около 23 футов, 3 километра. Сейчас стены, ограждающие 13 гробниц, уже нет, и подойти к ним можно разными дорогами. Сейчас проход по священной дороге закрыт, и многие даже не знают о ее существовании. Даже находясь на территории комплекса, мало кто замечает священную дорогу. Тайны Шианской гробницы. Гробница императора Цинь Шихуанди была построена около 200 лет назад, в III веке до нашей эры. Она представляет собой огромный подземный комплекс, включающий не только захоронение самого императора, но и целый мир, наполненный всеми атрибутами царской жизни. Однако гробница, в отличие от других древних усыпальниц, еще не была полностью открыта. Одной из главных причин является опасность, которая таится в самой гробнице. Существует множество слухов и теорий о ловушках, установленных для защиты покоя императора. Среди самых популярных – использование ртути. Исследования показали, что уровень ртути в воздухе внутри гробницы крайне высок, что делает проникновение туда невозможным без рисков для здоровья. Однако некоторые ученые считают, что при раскопках ртуть наоборот быстро испарится и не принесет вреда людям. Предполагается, что ртуть использовалась для моделирования водных путей, а также для имитации звездного неба. Также в Древнем Китае имели представление о ртути как о веществе, которое могло обеспечить бессмертие. Говоря о ловушках, существует мнение, что гробница была снабжена хитроумными механизмами для защиты останков императора от грабителей. Среди них механизмы, которые могли бы активировать ртуть или другие ядовитые вещества, если кто-то попытался проникнуть в гробницу. Несмотря на то, что точные детали ловушек остаются неизвестными,
Археологи считают, что древние строители приложили все усилия, чтобы защитить захоронение. На сегодняшний день ученые продолжают исследовать внешнюю часть гробницы, а внутренние камеры остаются закрытыми. Современные технологии, такие как георадары и другие методы неразрушающего контроля, позволяют ученым получать информацию о содержимом гробницы, но открыть ее – задача, требующая осторожности. Несмотря на все эти опасности, ученые уверены, что однажды гробница будет исследована более подробно. Однако на данный момент важнейшая задача – найти безопасные способы доступа в эту загадочную подземную усыпальницу, чтобы разгадать все ее тайны, не подвергая опасности жизни. Проклятие гробницы Ван. Прошло уже 500 лет, а надгробие любимой наложницы императора Чэньхуа пугает до сих пор. Что же случилось? У императора Чэньхуа был большой гарем. В 39 лет он уже стал отцом 20 детей. Несмотря на большое количество жен, у него была одна самая любимая наложница по имени Ван. Ван была почти на 20 лет старше мужа. Более того, ей было приблизительно столько же лет, сколько и его матери. Ван была няней Чэньхуа, а когда он вырос, женщина стала его наложницей. В 1466 году Ван родила сына. Для императора она была любящей женой, а для всех остальных – опасной женщиной, которая причиняет вред другим наложницам. Ван умерла в 1487 году, когда ей было 58 лет. Чэньхуа был очень опечален и сказал, что скоро уйдет за ней. Император построил жене мавзолей в очень красивом месте. В отличие от других наложниц, которых хоронили в общем мавзолее, у Ван был отельный монумент. Через 8 месяцев после смерти жены император Чэньхуа умер. Так чем же так пугает надгробие Ван? Через 200 лет после смерти наложницы Ван император Цэнлун захотел построить сад. Место захоронения жены Чэньхуа было очень красивое, поэтому Цэнлун решил перенести надгробье. Когда рабочие стали раскапывать гробницу, на стеле они увидели выбитые слова «Ты не трогаешь меня, я не трогаю тебя». Они испугались проклятия Ван и отказались продолжать работу. За прошедшие 500 лет никто больше не пытался потревожить гробницу Ван. Сейчас захоронение выглядит не таким великим, как раньше, но из-за проклятия никто не решается ее восстанавливать. Пещеры Лунью. Кроме загадочных гробниц в Китае есть еще необычные сооружения, если это можно назвать сооружением. Например, пещеры Лунью. Пещера Лунью – это комплекс пещер, расположенный в китайской провинции Чжэцзян на восточном побережье Китая. В 1992 году их нашли 4 крестьянина. Их очень заинтересовали несколько колодцев в той местности, поэтому крестьяне решили их осушить. Таким образом, были найдены огромные пещеры. Пещеры Лунью также называют каменными камерами Сяонаньхай. Они были вырыты людьми в песчанике. Однако ни в одном историческом документе не упоминается строительство Лунью. Из-за этого ученые не могут установить точные годы построения пещер, но считается, что они существуют не менее 200 лет. На данный момент обнаружено 24 пещеры, которые входят в группу пещер Лунью. Общая площадь составляет около 323 квадратных футов, более 30 тысяч квадратных метров. Все пещеры имеют схожую структуру, однако нельзя из одной пещеры попасть в другую, они не соединены. Сооружения построены в форме перевернутого треугольника. Самая узкая часть находится у конца потолка. Стены формируют угол 45 градусов. Чем-то напоминает египетские пирамиды, не так ли? Некоторые ученые предполагают, что эти пещеры были построены по заказу императора, а некоторые думают, что это были обычные каменоломни. Также есть и другие теории использования этих помещений. В этих пещерах жили военные или это был императорский мавзолей. Пещеры Лунью все еще являются загадкой для археологов. Загадка байгонских труб. В 1996 году на горе Байгуньшань археологи обнаружили около 20 железных труб. Диаметр труб составлял от 0,06 фута до 0,7 фута, от 2 до 20 сантиметров. Трубы торчали из горы. Исследование показало, что трубам было более 5000 лет. Удивительно, но железо в Китае в то время, когда эти трубы уже были в скале, еще не производилось. В 2002 году эту находку признали артефактом, ставящим под сомнение человеческую историю. Газеты писали, что трубы — это части летающей тарелки НЛО.
Последующий анализ труб выявил, что они не были созданы НЛО, но люди тоже не причастными к их появлению. Оказалось, что раньше на месте скалы росли деревья, которые были завалены осадочными горными породами. Деревья перерождались, а богатая железом вода проникла между деревом и породой и создала панцирь из железа. Позднее эрозия вскрыла засыпанные деревья. Таким образом, трубы — это остатки стволов и ветвей. Как видите, существует множество удивительных археологических открытий в Китае. И это только маленькая часть того, что вас может действительно удивить. Яньшанский древний карьер. Яньшанский древний карьер — это еще один археологический объект в Китае, расположенный в районе гор Яньшан в городе Нанкин. Этот карьер известен своей исторической значимостью и уникальными находками, связанными с добычей и обработкой камня в Древнем Китае. Карьер, предположительно, использовался еще в периоде неолита, то есть более 4000 лет назад. Он сыграл важную роль в добыче камня, который использовался для изготовления орудий труда, оружия и строительных материалов. В Яньшанах добывали в основном такие виды камня, как зёль, известняк и другие виды твердых пород, которые подходили для обработки с использованием примитивных инструментов того времени. На территории карьера были найдены различные артефакты, такие как каменные орудия, а также свидетельства процесса добычи и обработки камня. Эти находки помогают исследователям изучать методы производства, а также экономические и социальные условия того времени. Последние каменные выработки на этом карьере проходили в 15 веке. Почему добыча камня на этой территории прекратилась, неизвестно. В 2 местах карьера находятся 3 огромных мегалита. Порода карьера – известняк. На стенах были обнаружены хаотичные полосы. Это подтверждает, что камень добывали вручную. Неудивительно, что в древности добывали камень таким образом. Но удивительно, как полосы остались в таком хорошем состоянии спустя столько лет. Город царства Шу. Следующая невероятная археологическая находка – древний город, которому более 5000 лет. Раскопки проводились в 8 километрах к югу от руин древнего города Сань-Синдуй. Археологи обнаружили множество артефактов, которые указывали на существование здесь города. Среди находок, обнаруженных на месте, различные керамические изделия, инструменты из камня и бронзы, оружие и предметы быта, что позволяет предположить наличие развитой культуры в регионе. Также были обнаружены предметы религиозного значения и ритуальные вещи, что указывает на наличие духовных практик и религиозных верований у жителей этого города. Находки в этом районе относятся к культуре царства Шу, одному из древнейших китайских царств, которое существовало в период с 21 века до нашей эры, до примерно 316 года до новой эры. Царство Шу было расположено на территории современного юго-западного Китая, и оно имело важное значение в истории Китая, прежде чем было поглощено соседними государствами, включая царство Цинь. Первые руины города были обнаружены еще в 1909 году. Крестьянин обнаружил фрагмент нефрита, когда рыл канаву. В наши дни в древнем городе нашли более 1000 артефактов, которые стали национальным достоянием. Например, золотые маски, бронзовые изделия, нефритовые таблички и фигурки из слоновой кости. Город существовал с 2050 по 1250 год до нашей эры. Также известно, что на протяжении долгого времени именно этот найденный археологами город был столицей царства Шу. А у меня, друзья, есть для вас интересное предложение. У вас есть уникальная возможность стать частью нашей команды. Если вы владеете навыками видеомонтажа, можете озвучивать ролики на русском, английском и других языках, или же пишите интересные сценарии. Мы будем рады с вами поработать. Пишите в нашего телеграм-бота, ссылка в описании. На сегодня это все. Спасибо за просмотр.